Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Главное». В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, Марина Лагутина. Обсуждаем новости Южного Кавказа за неделю. И сегодня у нас в гостях доктор экономических наук, профессор, член Международного дискуссионного клуба «Валдай» Станислав Леонидович Ткаченко. Станислав Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Приветствую вас. За неделю Армения предприняла ряд шагов по укреплению своих отношений с Соединенными Штатами и с Евросоюзом. И хотелось бы обсудить то, как вообще вписываются такие шаги Никола Пашиняна в концепцию его добрососедства с нашим регионом, с Российской Федерацией, вообще к чему все это ведет? Не является ли это такой красной чертой, за которой мы увидим официальный выход из ОТКБ, разрыв союзнических отношений с Россией и так далее, и так далее? Начнем с того, что на прошлой неделе Армения приняла решение евроинтегрироваться, начать процесс вступления в Евросоюз. И вот хотелось бы поговорить о том, как это сочетается с ее членством в ЕАЭС, который приносит ей очень большие экономические дивиденды, и как это сочетается с отношениями с Россией экономически, который в прошлом году товарооборот составил более 15 миллиардов долларов. Поговорим об этом. Станислав Леонидович, вам слово. Спасибо большое. Я думаю, что дорога Армении в Европейский Союз будет очень долгой, и, скорее всего, она не приведет Армению в Европейский Союз. Дело в том, что последний раз Европейский Союз расширялся уже больше 10 лет назад, в очереди довольно много государств, процедура очень сложная, и армянские власти стали в самый конец длинной очереди по этому пути. Если говорить только о сугубо формальных вещах, сейчас одного желания Армении недостаточно для того, чтобы начать евроинтеграцию. На первом этапе будет, наверное, какое-то мероприятие на уровне руководителей Евросоюза и Армении, где они учредят комиссию по сравнению законодательства Армении и Европейского Союза. Затем, есть большой опыт принимать, или вести переговоры о приеме государств-соседей, и, скорее всего, сформируют комиссию, которая будет по 33 направлениям, или, как они говорят, по 33 параграфам, гармонизировать армянское законодательство. И вот здесь начинаются хитрые вещи. Некоторые государства ведут переговоры уже больше 10 лет. В течение этих 10 лет государства, которые их называют аспиранты, те, кто надеется вступить в Евросоюз, они гармонизируют свое законодательство. Это в Европе называется acquis communautaire, европейское наследие. Вот они все это европейское наследие, внедряют в свое национальное законодательство, и потом, может быть, они станут членами Европейского Союза. То есть дорога долгая, она совершенно несправедливая, крайне нетранспарентная, но это мы говорим только о формальных вещах, а ведь есть еще фактические вещи. Действительно, вот вы верно сказали, вступление Армении в Европейский Союз. Как я уже сказал, я абсолютно не верю, что это будет успешный проект, но, тем не менее, если его допустить, он приведет к жесточайшему удару для армянской и политики, и экономики. О политике, не знаю, можно ли говорить в каких-то конкретных терминах, пока все очень зыбко. До следующих выборов чуть больше года осталось в Армении. Есть надежда, что на тех будущих выборах армянский народ проголосует как-то иначе, чем это было в 2021 году. Но вот что касается экономики, то здесь понятно, что удар по экономике Армении, вот вы верно сказали, о том, что Армения очень много выигрывает от членства в Евразийском экономическом союзе, удар будет тяжелейший. Действительно, если посмотреть на структуру армянской внешней торговли, то получается так, что только с Россией у Армении более-менее сбалансированная торговля. Что, в общем, удивительно. Если посмотреть на внешнюю торговлю России, мы знаем, что почти со всеми государствами у нас профицит. Исключение до недавнего времени был Китай, и сейчас, все равно у нас есть профицит с Китаем, хотя очень небольшой. С другими государствами у нас большой профицит, исключение Армении. Вот когда я как-то, готовясь к какой-то лекции, посмотрел структуру армянской внешней торговли, то получается, что мы, наверное, неправильно говорю, но тем не менее мы спонсируем развитие Армении, не просто армянской экономики, а армянской государственности последние годы, потому что мы согласились на
то, что Армения будет играть роль посредника в нашей торговле с внешним миром. Вот я как смотрю в статистические данные, получается, что одна из крупнейших статей экспорта России в Армению — это драгоценные, полудрагоценные металлы и камни. То есть одна из крупнейших статей экспорта Армении — это экспорт полудрагоценных и драгоценных камней в Объединенные Арабские Эмираты, в другие государства Персидского залива. То есть реально мы обеспечим армянскую экономику и поставками сырья, и возможностью производить какую-то продукцию, ее экспортировать. И вот этот феноменальный рост армяно-российской торговли в течение последних 2 лет, он увеличился почти в 4 раза оборот. Он отчасти, конечно, связан с тем, что армянские бизнесмены, армянские министерства содействуют Российской Федерации во внешней торговле, в частности, в параллельном импорте или в каких-то чувствительных технологиях. И, в общем, мы должны Армении быть за это благодарны, потому что сейчас, оказавшись под санкциями, ни одного транспортного пути для российской экономики лишнего нет. Мы используем всевозможные варианты. Ну, вот при этом получается так, что Армения с другими государствами планеты имеет резко негативный торговый баланс. Скажем, если взять Европейский Союз или Китай, то отношение примерно 80 к 20. То есть Армения в 4 раза больше покупает, чем продает в эти государства. И в итоге так получается, что такие очень успешные данные роста армянской экономики. В некоторые годы, я напомню, что рост вот последних 3 лет, рост армянской экономики был двузначный, больше 10% ВВП в год. Он во многом базируется как раз на том, что Армения в полной мере использует преимущества, положительные стороны членства в Евразийском экономическом союзе. Но при этом в области политики она проводит совершенно, как сказали бы экономисты, bounded rationality position, да, то есть такая ограниченная рациональность, рациональность, увязанная с какими-то интересами национальными, возможно, даже Армении, но которые находятся за пределами разумной политэкономической стратегии государства. Спасибо большое. Ну, получается, что Россия это допускает, то есть Армении можно так говорить, и хотя российские представители власти заявили, что невозможно совмещать вот такую евроинтеграцию с членством в ЕАЭС и так далее, но тем не менее каких-то таких открытых шагов или какого-то давления на Армению мы с российской стороны не видим. Мне кажется, вообще внешняя политика России, она избегает такого прямолинейного давления. Мы можем на многих примерах, в общем, видеть это. И, собственно, отношения с Арменией не являются каким-то исключением из этого правила. Другое дело, что да, предупреждение есть в свое время, ведь это очень практически зеркальная ситуация с украинской, когда Украина собиралась подписать это соглашение с Европейским Союзом об ассоциации, и тогда тоже абсолютно спокойно говорилось, что да, вы суверенное государство и можете подписывать его. Другое дело, что это никак не вяжется с теми преференциями, которые вы получаете в торговле с Россией. Ситуация такая же, просто это предупреждение. И если армянское руководство надеется, да, что оно политически будет смотреть на Запад, а экономически получать преференции от торговли и отношений с ЕАЭС и с Россией в частности, что это будет сложно сделать, мягко говоря. Вообще Станислав Леонидович употребил слово Европейский Союз, который принимал соседей. Я еще раз напоминаю, что географически, если посмотреть, географию изменить невозможно. Это данность, которая, то есть она меняется, но там надо какие-то успешные войны проводить и так далее, чтобы менять границы и так далее. У Армении не просто нет границ с Европейским Союзом, у нее нет выхода к Европейскому Союзу только через не то что даже вторые, а третьи страны. Мы еще раз, Армения граничит с Грузией, с Азербайджаном, с Турцией и с Ираном. С Азербайджаном и Турцией отношений нет, открытых границ нет. С Грузией это граница, которая ведет в Россию, а не в Европейский Союз. С Ираном все понятно. Поэтому Станислав Леонидович абсолютно
прав, говоря, очень сложном, мягко говоря, пути Армении в Европейский Союз. Если честно, мне кажется, что и само армянское руководство не особо верит в какое-то быстрое разрешение. Другое дело, что, наверное, они пытаются там получить какие-то преференции, может быть, какие-то вливания финансовые, какие-то доступ к каким-то недорогим деньгам там, и так далее на развитие. С другой стороны, что они будут развивать? И та продукция, которая будет производиться вот в результате этих инвестиций, куда она пойдет и по каким экономическим путям. Я не экономист, я журналист. Я просто пытаюсь анализировать ту ситуацию, которая есть. Очень показательная вещь. Сейчас я вот прочел о том, что США и Армения анонсировали подписание соглашения 1.2.3, оно называется, это касается ядерной энергетики. Это такой очень серьезный документ, значит, там пунктов в английском этом от A и практически до последней буквы, да, вот, до твердого знака, что называется. И все эти пункты — это обязательства Армении перед Соединенными Штатами для того, чтобы вступить туда. Я напомню, да, что Армения, в общем, с точки зрения атомной энергетики, для маленького, в общем, государства построена одна атомная электростанция еще в советские времена, и, в общем, был проект второй. И долго вот по этому поводу там дискутировали все-таки, кто Росатом будет строить, или как-то они там к французам и так далее. Но, судя по всему, чуть ли не к Соединенным Штатам Америки, Соединенные Штаты Америки будут решать, строить, не строить, и вообще что делать с армянской АЭС, та, которая существует. Понимаете, я посмотрел у специалистов, опять-таки, как журналист, просто посмотрел те факты, которые есть. Средний возраст АЭС в мире, то есть если брать 31 год, у американских АЭС это 42 года. Значит, количество строящихся новых американских станций атомных — 0 за последнее время. Лицензий на реализацию атомных проектов малой мощности у американских компаний — 0. Да, то есть это вот именно то, что сейчас хотят сделать. Что выиграет Армения от подписания? Для меня вот большая загадка. Но просто я это привел как в качестве примера того, что ждет именно на земле Армению, да, после подписания. Потому что, на мой взгляд, сейчас то, что я читаю, слышу, там, общаясь со своими друзьями на Южном Кавказе, в том числе из Армении, есть эйфория от подписания этого такого всеобъемлющего, значит, договора, союзнического, стратегического там, и так далее. Эйфория присутствует. Что за этим последует и какие последствия будут и для экономики, и для политики Армении, здесь вот действительно можно очень долго рассуждать. Я не оракул и не гадалка, но мне кажется, это очевидно, что, в общем, серьезные проблемы, конечно, ждут. Тем более, что последние 30-25 лет экономика Армении, конечно, была во многом связана и остается связанной с Россией. Ну вот как раз переходим к теме отношений Армении с США, то, о чем Гия уже упомянул, это визит министра иностранных дел Армении в США Арарата Мирзояна, который подписал с Энтони Блинкеном, госсекретарем, хартию о стратегическом партнерстве. И в том числе в рамках этого взаимодействия было объявлено, что теперь на границе Армении не только будут европейские наблюдатели, которые входят в мониторинговую миссию, но и появятся американские пограничники. Да. Вот хотелось бы обсудить как раз эти взаимоотношения. Мы понимаем все прекрасно, что в понедельник состоится инаугурация Дональда Трампа, и в Белый дом придет новая администрация. И получается, что Ереван так своеобразно запрыгивает в последний вагон. Зачем ему это нужно и вообще какие виды у Соединенных Штатов на Армению? Вот, Станислав Леонидович, ваше мнение. Знаете, была такая американская исследовательница Марта Олкот, которая как-то остроумно заметила о том, что у каждой из 3 держав Южного Кавказа есть свои преимущества. У Азербайджана есть нефть,
у Армении есть диаспора, ну и она так сказала, у Грузии есть Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе. А вот относительно диаспоры, это один из важных факторов, конечно. Армяне пытаются его использовать. В Соединенных Штатах армянская диаспора мощная экономически, считается второй по влиянию после израильской, еврейской диаспоры. Но если говорить, переходить от формы к содержанию, то, в общем, правильно заметил один из российских дипломатов недавно о том, что это соглашение, это билет на Титаник для Армении. В действительности Соединенным Штатам особенно нечего предложить, и вот даже этот документ, о котором вы сказали, как результат визита министра иностранных дел Армении в Вашингтон, он ведь предусматривает какие-то совершенно ничтожные вещи. Даже вот если сравнить с аналогичным соглашением, подписанным недавно Арменией с Европейским Союзом, Европейский Союз на период до 2027 года пообещал, ну, в среднем примерно 80 миллионов евро в год помощи Армении. Соединенные Штаты предложили Армении помощь в размере, не превышающая там, 15 миллионов долларов в год. И она очень заточенная, такая, политически мотивированная и имеет серьезные последствия для безопасности. Имеется в виду помощь в подготовке военных, ну, американцы правильно делают, они пытаются сформировать свою пятую колонну, в помощи обучения военных, обучения активистов, в том числе неправительственных организаций, и вот граница. Относительно границы, ну вот Гея совершенно правильно сказал, география – это судьба, то есть ее невозможно изменить. У Армении тяжелая ситуация с Азербайджаном и с Турцией. Граница с Ираном действительно открытая, как это было в Тегеране. И в Тегеране армянское присутствие просто совершенно очевидно. Но все-таки Россия является в этом смысле главным государством, которое обеспечивает устойчивость и стабильность Армении. А Соединенные Штаты являются игроком, который, ну, во-первых, сейчас это вообще такая загадка, да, какой будет внешняя политика или дипломатия Соединенных Штатов вообще и применительно к Южному Кавказу в частности, но есть сильное опасения того, что скорее в рамках какой-нибудь концепции поддержания хаоса в регионе или в рамках давления с одной стороны на Россию, с другой стороны на Иран, Соединенные Штаты хотели бы взорвать ситуацию в Армении. Вот здесь есть у меня в Москве коллега из Высшей школы экономики Василий Кашин, который недавно и применил по отношению к Украине интересный термин «служебное государство камикадзе». Служебное, в смысле, он слушает своим интересам, но государство камикадзе не требует, да, объяснения. Применительно к Украине. Мне кажется, что Армения движется по этому довольно тяжелому пути, потому что, начиная с прихода к власти в 2018 году, Никол Пашинян, в общем, показал себя как государственный деятель, который, ну, имеет, конечно, представление о том, каковы национальные интересы Армении, особенно в области безопасности, но вот на крутых виражах истории эти соображения не выдержали особой проверки, и поэтому я думаю, что надежда или попытки связать будущее безопасность Армении с Соединенными Штатами, с Европой, с НАТО, с военными наблюдателями, это все совершенно напрасные усилия, особенно в ситуации, когда за всем этим внимательно следит Россия. Мы, конечно, понимаем следствия, которые нас ждут в результате, там, очевидно, уже почти состоявшегося выхода из ОДКБ Армении. За этим также очень внимательно следит Иран. Да, Иран, конечно, сейчас несколько ослаблен своими ударами, которые он пропустил в Сирии. Но вот буквально через несколько дней здесь в Москве будет президент Ирана, будет подписан договор. Ученые, эксперты всего мира, затаив дыхание, ждут текста этого договора, но в любом случае понятно, что ни Россию, ни Иран, да по большому счету и Турцию, особенно усиление позиции США в этом регионе не устраивает, потому что Соединенные Штаты являются деструктивным игроком и в Сирии, и их поддержка Израиля, конечно, вышла за рамки нормальных межгосударственных отношений. Я думаю, что армяно-американские отношения – это вот наследие эпохи Байдена, еще скорее даже Обамы, вот когда Соединенные Штаты несли, не знаю, факел свободы или как он там называют, и все такие государства с формирующейся своей политической системой, с экономической системой встраивались, ну, вполне в рациональном смысле они хотели присоединиться к более успешному государству-лидеру. Сейчас Соединенные Штаты
Не уверен, что они вообще хотят играть эту миссию государства-лидера для всего мира, а скорее Трамп переключит все отношения с соседними странами вот вполне в модель, да, сделок, и сделки выгодные будут поддерживаться, а невыгодные не поддерживаются. Южный Кавказ в этом смысле для Соединенных Штатов ничем не интересен, кроме как вот поддержания напряжения, давления в регионе Южного Кавказа, в регионе Ближнего Востока, Ирана, более широком регионе Черноморском, скажем. Ну вот интересно, кстати, что Иран на протяжении 30 лет, даже если мы берем Карабахский конфликт, очень сильно поддерживал Армению. То есть, когда границы оставались закрытыми, Иран как раз был той страной, которая, и как вот Станислав Леонидович сказал, что армянское присутствие в Иране очевидно, но что мы видим? Пезешкиан летит в Москву подписывать стратегическая, так скажем, договоренность с Россией, а в это время Армения летит в США подписывать стратегическое партнерство с США. Немножко такое как будто предательство, нет? Ну, не предательство, в большой политике есть интересы. Ничего личного. Да, ну точно, абсолютно. Каждая суверенная страна имеет право, да, заключать те союзы и поддерживать те отношения, которые она считает нужным. Другое дело, что, конечно, я абсолютно согласен со Станиславом Леонидовичем о том, что внимательнейшим образом Иран, и Турция, и Россия, и Азербайджан, да, и Грузия, между прочим, тоже внимательно смотрят на то, что происходит. Вот, дестабилизация. Здесь ведь любопытная вещь сложилась, что страны региона, региональные страны, но если вот мы говорим 3+3, да, вот эти знаменитая эта формула, пока без Грузии, хотя я думаю, что если у Грузии все нормально сейчас будет во внутренних отношениях, то она обязательно присоединится к этому формату, потому что я очень много слышал от политиков грузинских, что это, конечно, тот формат, который необходим, жизненно необходим Грузии. Вот. Все региональные страны кровно заинтересованы в том, чтобы стабильный регион оставался. Вот, по многим причинам. И, конечно, вот дестабилизация, которая ведет за собой и присутствие каким-то образом Соединенных Штатов Америки, и французское присутствие в Армении, которое очень раздражает Азербайджан, это известно. Да, между странами вообще очень напряженные отношения. Чего только стоит, что Франция заявила о том, что Азербайджан дестабилизирует французские колонии далеко в океанах в южных. Вот, на что получила язвительный очень ответ из Баку. Вот, очень непростое отношение вообще к внерегиональным игрокам внутри этого региона, и поэтому и американское присутствие, и такая активность, и французская, она воспринимается очень болезненно. Вот. Тем более, что есть еще все-таки незаконченный фактически еще конфликт с Азербайджаном у Армении. Не подписан мирное соглашение. Да, большой шаг сделан, но он не подписан. И есть в отношениях между двумя странами есть очень болезненные вопросы, которые ждут еще своего решения. И они требуют гибкости и каких-то уступок, наверное, с двух сторон. Вот. Но для этого должен продолжаться разговор. А главное, что те шаги, которые предпринимаются параллельно, они не должны подрывать этот мирный процесс. Поэтому вот в этом отношении как раз армянская эта политика такого резкого сближения с Вашингтоном. Вот, Марина, вы сказали, что запрыгнули в уходящий поезд, в последний вагон. Тут может быть даже вагон, который уже отцепили, может быть, от поезда, понимаете, вот в чем дело. То есть этот вагон, он так по инерции еще куда-то едет, но уже к той станции, к которой все надеются попасть, он может не привести даже тех заскочивших в него. Поэтому здесь тоже любопытно, я даже себе выписал, Пашинян охарактеризовал отношения с разными странами, дал такой прямо, как словарь такой. Вот. И он, с Россией он обозначил отношения как практичные и безэмоциональные. Хотя, на мой взгляд, они практичные, может быть, со стороны Армении, что она пользуется всем этим, но то, что они безэмоциональные, это не так. Это совсем так. Не на государственном уровне, не на особенно общественном. Как раз
На мой взгляд, опять-таки, я говорю, я как журналист, который вот, в течение там, уже этих 30 лет, в свое время еще я в Карабах ездил, когда только в советское время начались боестолкновения. И понятно, что это всегда было в сфере моего такого внимания, особенно вообще Южный Кавказ. И сказать, что Армения довольно долго, и вообще армянская диаспора в России, она всегда создавала очень положительный образ Армении и армян в России. И он был действительно. И не секрет, что в конфликте между Азербайджаном и Арменией очень часто общественное мнение России было на стороне армян. По разным причинам, это мы можем сейчас углубляться в это, там есть разные, конфессиональные и так далее, и так далее. Но это было. И, собственно, Пашиняну удалось буквально за год, наверное, может полтора, фактически вот весь этот бэкграунд очень положительный и очень важный для Армении свести практически до нуля, а то и в минус увести. Вот. И поэтому говорить, что это безэмоциональное, я бы не стал. Второе очень важное, с Францией, он назвал укрепляющиеся и развивающиеся. Что для Азербайджана, и для Ирана, кстати, тоже, это весьма так. Хотя у Ирана в свое время с Францией были особые тоже отношения, но это, мне кажется, уже тоже позади. Предметные, естественные с Ираном назвал, формирующиеся на базе понимания с Турцией, и стратегические с США. Накидал слов просто. Он накидал, просто совсем можно спорить, вот в чем. То есть все исходящие, которые он дает, то есть это, не знаю, это картина его мира, если, то она очень, по-моему, далека от реальности. Если бы они были безэмоциональны, эти отношения с Россией, то, наверное, посла бы за передачу на телеканале «Россия» не вызывали бы, если бы совсем все было безэмоционально. Причем ведущий этой программы так и не понял, о каких словах, собственно, идет речь. Во всяком случае, то, что Дмитрий Киселев сегодня я слышал, его оценку того, что произошло, он сказал, я не понимаю, о чем идет речь. Станислав Леонидович, что-то есть добавить? Я думаю, что действительно армянскую государственность или дипломатию взволновал вопрос Зангезурского коридора. После, скажем прямо, военного поражения в 2020 году и, в общем, разгрома однодневного в 2023 году Армения переживает определенный кризис идентичности. В течение предыдущих 25 лет Армения строила свою новую постсоветскую идентичность на победе, на том, что она самая сильная, самая успешная держава в Южно-Кавказском регионе. Мне доводилось довольно часто общаться с парламентариями армянскими, с армянскими журналистами. Это был очень важный элемент их мировосприятия и самооценки. И сейчас, конечно, Армения переживает трудный период. И, кстати, могу сказать, что Российская Федерация с пониманием относится к этому. Если пользоваться аналогиями из переговорной тактики, у нас есть хороший полицейский и плохой полицейский. Плохой полицейский — это Алексей Верчук, наш вице-премьер, отвечающий за постсоветское пространство. Он несколько раз у нас выступал на Валдайском клубе, и могу сказать, что это блестящий, профессиональный, подготовленный человек, но он, в общем, отвечает за вполне конкретные сферы, он в том числе за Евразийский экономический союз, и поэтому Армении посылает совершенно четкий сигнал относительно того, что будет, если она будет злоупотреблять своим членством в Евразийском экономическом союзе. Добрый полицейский, как это звучит неудивительно, это Мария Захарова и иногда Сергей Викторович Лавров, потому что они, тем не менее, иногда делают небольшие критические замечания, но в целом, мне кажется, что месседж такой со стороны России: ребята, мы понимаем, что вам трудно, давайте переживите уже этот период, давайте найдите свою новую основу для развития после Карабаха. У вас есть прекрасная страна, у вас есть хорошие форматы для сотрудничества в экономике и в безопасности. Откройте вы, наконец, свой регион для транспортно-логистических дорог, или маршрутов. И давайте вместе жить в мирном Южно-Кавказском регионе. И то, что, в общем, похоже, пока не удается достучаться с этим месседжем, который Сергей Викторович Лавров постоянно повторяет, это большая проблема, которая где-то находится внутри армянского политикума, и как-то он должен разобраться с этим.
Ну вот как раз на этой неделе Сергей Лавров, министр иностранных дел России, дал большую пресс-конференцию по поводу итогов года прошедшего 24-го, и в том числе он охарактеризовал отношения России со странами Южного Кавказа, и про Армению действительно было очень мягко все сказано, про то, что это их суверенное дело и так далее. Про Азербайджан было сказано, что мы укрепляем отношения, наши отношения развиваются, и очень много новых проектов. Вот, Станислав Леонидович, вы как специалист по Азербайджану, расскажите, чего нам ждать в 2025 году от российско-азербайджанских отношений? У нас очень обширная, позитивная повестка в разных сферах, причем она перешла уже на уровень конкретных проектов, которые приносят взаимную пользу и Азербайджану, и Российской Федерации. Если очень конспектом, да, обозначить, МТК «Север-Юг» в 2024 году наконец заработал в том виде, каким мы его видели еще 20 лет назад, когда в 2002 году было принято решение о строительстве. Азербайджан очень хотел бы, чтобы на западный маршрут МТК «Северный Юг» был основным, не по морю, не по восточному берегу Каспия. Российская Федерация подыграла Азербайджану в этом смысле. Мы дали кредит на 1,3 миллиарда долларов Ирану, чтобы достроить железную дорогу. Вот я неоднократно бывал в Азербайджане. И, в общем, зрелище довольно грустное, когда со стороны Ирана въезжают там сотни грузовиков. Там нет железной дороги, поэтому контейнеры и все остальное перевозят на грузовиках. Что-то до Алята, что-то до Баку, и дальше перегружают и везут по железной дороге. Вот поэтому МТК «Север-Юг» в 2024 году перешел в практическую плоскость, появились реальные объемы. Кстати, статистики до сих пор спорят, 12 или 17 миллионов тонн грузов было перевезено в прошлом году по западному маршруту, но все-таки 12 миллионов тонн груза, при том, что это удобрения, продовольствие, пиломатериалы, какие-то минеральные ресурсы, и в основном в контейнерной форме, это хороший результат. То есть вот первое, мы сотрудничаем с Азербайджаном, понимая, что МТК «Север-Юг» это глобальный проект, это соединение Европы. У нас все-таки есть торговля с Европейским Союзом, даже не столько у нас, сколько вот через российскую территорию ЕС направляет свои товары на Ближнем Востоке, в Индии, в Китай. Вот поэтому это первая сфера. Второе, Азербайджан, он, в общем, всегда прохладно высказывался в отношении членства в Евразийском экономическом союзе, но если вот эксперты сядут, положат перед собой документы, которые подписали Россия и Азербайджан, и пытаются сравнить с обязательствами государств-членов Евразийского экономического союза, то разница будет небольшая. То есть реально за последние, ну, скажем так, лет 5, наверное, было принято огромное количество решений, которые де-факто переводят российско-азербайджанские отношения до уровня экономического партнерства, очень продвинутого. Ну, один пример приведу, вот программа Агроэкспресса, да, поставок скоро портящейся аграрной продукции из Азербайджана сюда, в Москву, в Петербург, на Урал, в Поволжье. Этот проект был предложен несколько лет назад и сейчас является очень мощным драйвером для развития торговли вот, в аграрной сфере. Если прийти в магазины в Азербайджане, ну, абсолютное доминирование российских продуктов питания, и конфет, и хлебобулочных изделий, и других консервов, там, скажем. Поэтому мы торгуем по широкой, большому списку, да, товаров. Российская Федерация осуществляет серьезные промышленные инвестиции. У нас есть проекты по сборке автомобилей, по ремонту вертолетов в Азербайджане. Россия предлагает и довольно успешно свои проекты в рамках восстановления Карабаха и соседних регионов. Вот мне как-то довелось, Российский совет по международным делам проводил конференцию в Баку, и нас повезли в Агдам, в окрестности, вот, собственно, Карабаха. И Агдам это, конечно, это вот Хиросима современная. И Российская Федерация предлагает Азербайджану проекты по восстановлению, по развитию, по инвестициям в аграрную сферу, промышленность и так далее. Открыто сотрудничество в области образования и науки и так далее. То есть в целом каких-то таких особо ярких событий нет в российско-азербайджанских отношениях, и для нас, экспертов, это добрый знак. Это значит, просто все развивается с определенной скоростью, но все движется вперед. Так что я думаю, что в ближайшие годы продолжат вот эту тенденцию роста. Хотя вот обращу ваше внимание, при том, что Россия и
Азербайджан имеет прекрасные отношения на уровне лидеров, на уровне правительств, парламентов и так далее. Торговля, взаимная торговля между Россией и Азербайджаном, вот этот небольшой порог с 3 до 4 миллиардов долларов в год проходил, по-моему, 4 года. Мы пытались пересечь эти 4 миллиарда долларов в год. Армения подскочила с 4 до 15 миллиардов в течение 3 лет. Вот поэтому почувствуйте разницу. Да? И когда люди, ответственные за нашу экономическую политику, я уже назвал имя Алексея Верчука, но и, видимо, премьер-министр тоже в этих размышлениях принимает участие. Вот когда они пытаются как-то свести баланс того, что мы даем и что мы ожидаем от наших партнеров, вот я думаю, что здесь есть определенная проблема. Спасибо большое. Ну и Грузия. Сергей Викторович Лавров заявил о том, что он очень рассчитывает на то, что Грузия присоединится к формату 3+3, как Гея уже сказал, и что сейчас уже налаживаются определенные контакты. Вот, Гея, ваш взгляд на Грузию и Россию, как будут развиваться дальше события? Я уже в 68-й раз, наверное, примерно одно и то же скажу. Очень много будет зависеть от того, как закончится кризис в Грузии. Да, вот этот парламентский кризис, политический кризис. Мы видим, что сейчас после определенного такого затишья вновь на новый уровень вышли, значит, столкновения, причем они все более и более такие, они локальные, но все-таки ожесточенный характер принимают. То есть там это случай был, когда, значит, парламентарии, которые отдыхали где-то в Арабских Эмиратах, там столкнулись то есть депутаты от правящей партии, и какая-то критика режима. Закончилось это все просто безобразной дракой там, в гостинице. Сейчас вот был случай в Батуми, когда, значит, на Гахарию, да, напали, непонятно кто пока, да, сломали ему нос. Гахари один из лидеров одной из оппозиционных партий. Бывший, кстати, премьер-министр. Вот, и довольно близкий человек к Иванишвили в свое время был. Вот, ну, в общем, это показатель того, что бурление вот это оно продолжается. Сегодня, по-моему, была такая попытка, ну, они там громко, оппозиция назвала всеобщей забастовкой, на самом деле, ну, понятно, что не всеобщая, это, конечно, забастовка была, но она такая, как всегда, очень любят оппозиционеры, не только в Грузии, это было очень для картинки, да, там вот выходили 3 часа, она продолжалась, там, ну, аптеки, какие-то там магазины, там еще, значит, работники выходили в белых халатиках и стояли для картинки, это было, в общем, создана такая история, которая должна, понятно, попасть на первые там полосы где-то, потому что, ну, в последнее время происходило то, чего больше всего оппозиция в Грузии боялась. То есть вся вот эта грузинская тема уходила из медиа, в том числе из западных медиа. Там много всего своего происходит, и, конечно, они все время пытаются вот этой возгонкой какой-то там и картинкой, да, которая создаваемая, как-то подогревать интерес. Вот. Другое дело, что я не вижу, честно говоря. Понятно, что, как я и говорил, президент Зурабишвили не могла стать фигурой такой объединяющей оппозицию, но она не того масштаба фигура и харизмы и так далее. Разобщенная довольно оппозиция, между собой грызня внутри все время происходит, объединиться они не могут. Вот. Ну и пока все, конечно, ждут инаугурации Трампа, как всегда. Вот. Причем, на мой взгляд, ждут абсолютно безосновательно. Если честно, я абсолютно согласен со Станиславом Леонидовичем, что, в общем, Южный Кавказ, но он может быть как в рамках Ближнего Востока, там, и так далее. Отдельно Южный Кавказ вообще мало. Думаю, что администрацию Трампа будет волновать. Ну, понятно, будут назначены какие-нибудь кураторы, там, они будут что-то делать. Но чтобы вот они прямо как-то вот серьезно занимались этим регионом, и тем более специально Грузией, вот у меня по этому поводу даже сомнений нет, что такого не будет. Вот. Но все равно все ждут инаугурации, и в Грузии тоже ждут. Вот. И оппозиционеры, и, в общем, и власть там, и так далее. Но я пока не вижу каких-то серьезных предпосылок для того, чтобы что-то серьезно поменялось. Ну, все, в Грузии эмоциональная страна очень, поэтому все может произойти в один момент. Что касается отношений с Россией, я жду такого очень медленного
но все-таки поступательного движения. Вообще в экономике очень многое сделано. Все, что Станислав Леонидович говорил по взаимоотношений с Россией и Арменией, оно применимо и для России и Грузии. Единственное, что мне кажется, они более сбалансированы. То есть здесь нет каких-то таких преференций, которые... Здесь все основано на взаимной выгоде. Да? Выгодно делают, невыгодно не делают. Вот. Но, конечно, грузинская экономика очень завязана на Россию, очень. Это не только поставки там, вина, минеральной воды там, или еще что-то, туризма, но есть и более какие-то скрытые такие вещи. Ну, это и там, энергетика, и IT-сектор там, и так далее, и так далее. Ферросплавы те же, которые Грузия экспортирует в Россию. Вот, поэтому я жду, что будут. Я вообще, если все будет нормально во внутренних делах этих политических Грузии, я вообще жду восстановления дипломатических отношений. Мне кажется, это вот то, что действительно назрело, потому что огромное количество людей теперь не только из России в Грузию едут как туристы, но теперь еще и очень много из Грузии после того, как безвизовый режим объявлен, причем очень такой, да, теперь можно даже на работу устраиваться, да, без рабочей визы, и студенческих виз не нужно, то есть приезжай и учись. Очень вырос пассажиропоток в сторону России из Грузии. По выезжающим за границу Россия на первом месте в 2024 году. То есть, конечно, понятно, что там есть те, кто едут к родственникам там, и так далее, но раньше они не ехали, а теперь едут. И это очень важный показатель. И понятно, что посольство, просто как посольство, которое обеспечивает там, консульские услуги, там, просто, которое поддерживает своих там, граждан, что россиян в Грузии, что грузинских граждан в России. Это тоже важная вещь. И мне кажется, это вот на пути на этом каких-то установления отношений после вот экономического такого очень серьезного укрепления, следующее политическое — это вот установление дипломатических отношений. Спасибо большое, спасибо за интересную беседу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был доктор экономических наук, профессор, член Международного дискуссионного клуба «Валдай» Станислав Леонидович Ткаченко. Станислав Леонидович, спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо, Мария, спасибо.